Девочки-рукодельницы, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам связать панамку для девочки. Я буду вязать ее зеленого цвета. Вы можете наблюдать на фотографии панамку, какого плана мы будем вязать. Я хочу связать панамку к комплекту летнему для доченьки, поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной и давайте приступим. Итак, для начала вязания нам с вами необходимо сделать определенные расчеты. Так как мы будем вязать панамку, нам нужно знать с вами две мерки. Это окружность головы и высоту. Я обычно делаю от середины лба до макушки. Некоторые меряют от середины лба и до затылка, там до шеи, поэтому это как вам удобней. И нам нужно обязательно узнать диаметр донышка. Диаметр донышка мы будем измерять, это окружность головы, мы делим на 3/14, это наша постоянная величина π. И приблизительно получается 15 сантиметров у меня диаметр. И я для полного облегания, чтобы у меня более-менее облегала голова, шапочкой голову, то я от 15 отнимаю где-то 1 сантиметр, ну можно 0,5, можно 1, и у меня получается 14 сантиметров. Такие вот небольшие незатейливые расчеты нам нужны, так что вы просто подставляете свое число вместо 48, допустим, 52, 54, там 46, и у вас будет известен, какой диаметр вам необходимо вязать нашей панамки. Итак, соответственно, для вязания панамки я буду использовать пряжу. У меня это пряжа, как всегда, российская, пряжа фирмы Камтекс или Камтекс. Я прошу прощения, если я неправильно произношу. И эта пряжа называется New Style Bondi. С этой пряжей я работаю впервые, никогда раньше с нее ничего не вязала. Это мерсизированный хлопок стопроцентный. И, как мы видим, у нас в 100 граммах 270 метров. Вот, и посмотрим, что же это за пряжа. Пряжа у меня будет такого зелененького цвета. Она такой средней толщины для хлопка. И панамка будет у меня идти к тому комплекту, который я вязала дочке. Давайте приступать. Итак, для начала вязания нам с вами необходимо набрать 5 воздушных петель. И, кстати, да, забыла я сказать, я использую крючок 2,5, хотя у производителя указано от 3 до 5, но мне как-то более комфортно вязать 2,5 данную пряжу. Вы подбираете уже непосредственно под свою пряжу. Итак, мы набрали 5 воздушных петель, соединили в кольцо, и дальше набираем с вами 3 воздушные петли. Это у нас будет имитация первого столбика с одним накидом. И дальше делаем один накид и в само кольцо, в серединку, провязываем с вами 15 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, и вот таким вот образом мы провязываем 15 столбиков с одним накидом. Так, вот я провязала 15 столбиков с одним накидом, и дальше мы соединяем с вами нашим соединительным столбиком. Вот у нас образовалось с вами вот такое вот колечко. И теперь мы будем с вами провязывать рельефные столбики. Мы набираем 3 воздушные петли плюс одну петлю, которая будет разделять наши столбики. Делаем один накид, вкалываемся вот таким образом между, то есть вводим крючок за нашим столбиком, вот таким образом. Вот с этой стороны так выглядит. Набрасываем ниточку, протягиваем ее таким вот образом, захватываем, провязываем как столбик с одним накидом и провязываем. Первый рельефный столбик у нас готов.
Дальше провязываем одну воздушную петлю, делаем один накид, в следующий столбик вот так вот мы подхватываем и провязываем. Дальше делаем обратно одну воздушную петлю, накид, в следующий столбик провязываем. Таким образом у нас образуются, видите, такие рельефные столбики. Делаем одну воздушную. И провязываем. Всего у нас должно быть с вами 16 столбиков рельефных. Итак, вот мы с вами заканчиваем вязать второй ряд. Вот так он смотрится. И соединительным столбиком соединяем в третью воздушную петлю первого столбика. Соединили. Дальше набираем 3 воздушные петли. Делаем один накид. И в этот же столбик мы провязываем рельефный столбик. Дальше делаем одну воздушную, провязываем в следующий столбик с одним накидом, то есть у нас столбик над столбиком, делаем один накид и теперь в этот же столбик провязываем просто рельефные, таким вот образом. Дальше делаем одну воздушную, накид, и в следующий столбик провязываем также столбик с одним накидом, обратно накид, но провязываем уже рельефный столбик. То есть раппорт одного узора у нас составляет с вами один столбик с одним накидом, один рельефный столбик и одна воздушная петля. Дальше одна воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, накид, и в этот же столбик предыдущего ряда провязываем рельефный столбик. То есть таким образом у нас получается как бы с одного столбика предыдущего ряда мы вывязываем 2. И таким образом вяжем до конца нашего ряда. Итак, вот мы заканчиваем уже третий с вами рядок. Вот так это выглядит. И соединяем с вами в третью воздушную петлю нашего первого столбика. Соединили. Дальше мы с вами обратно провязываем 3 воздушные петли. Дальше провязываем еще одну воздушную петлю, которая разделяет наши столбики. Дальше, как мы видим, у нас идет рельефный столбик. Соответственно, мы с вами провязываем рельефный столбик над рельефным столбиком. То есть мы провязываем рельефный столбик. Дальше мы делаем одну воздушную петлю. И дальше мы видим, у нас идет столбик с одним накидом. И в этот столбик с одним накидом мы провязываем столбик с одним накидом. То есть, таким образом у нас получается, что мы провязываем рельефный столбик над рельефным, а столбик с одним накидом на столбик с одним накидом. Между ними одна воздушная петля. Делаем одну воздушную петлю и провязываем рельефный столбик. Рельефные столбики, они очень хорошо видны, они такие вот выпуклые. То есть у нас получается рельефный столбик спереди, а столбик с одним накидом сзади, если мы посмотрим внимательно. И таким образом одна воздушная петля, столбик с одним накидом, одна воздушная петля, рельефный столбик. И вот таким вот образом мы должны провязать с вами весь ряд до конца. Вот у нас уже формируется как бы такая вот красивая текстура шапочки. Заканчиваем с вами вязать 4-й ряд. И как всегда в конце соединяем соединительным столбиком в третью воздушную петлю предыдущего ряда. Так, вот 4 ряда у нас связано, и уже четко видна текстура нашей будущей панамки. И приступаем к вязанию 5-го ряда. Вяжем 3 воздушные петли, делаем один накид и в эту же петлю
провязываем 1 столбик с одним накидом. Дальше провязываем 1 воздушную петлю. Дальше у нас идет 1 рельефный столбик. Соответственно, мы рельефный столбик провязываем над рельефным столбиком. Провязали. Делаем 1 воздушную петлю и в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше обратно 1 воздушная петля, накид, рельефный столбик в столбик предыдущего ряда, 1 воздушная петля, накид и в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть у нас получается на данном этапе мы провязываем с вами столбик предыдущего ряда, там где у нас идет 1 столбик с одним накидом, мы провязываем 2 столбика с одним накидом, а где идет рельефный столбик, то мы провязываем просто 1 рельефный столбик. Между ними у нас 1 воздушная петля. Провязываем 1 воздушную петлю, накид и рельефный столбик. То есть там, где рельефные столбики, мы всегда будем провязывать рельефные столбики. А где у нас будут идти столбики с одним накидом, мы будем в этом месте провязывать столбики с одним накидом. Итак, вот я провязала 2 столбика с одним накидом, обратно воздушная петля и рельефный столбик, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. 2 столбика с одним накидом мы провязываем в одну петлю, то есть у нас из одной петли 2 столбика с одним накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. Итак, вот я закончила 5-й ряд вязать и приступаю к вязанию 6-го ряда. Еще раз напомню, что там, где у нас идут рельефные столбики, они так и будут идти рельефные столбики. Мы будем с вами увеличивать наш диаметр круга вот в этих вот областях, там, где у нас идет столбик с одним накидом. Итак, давайте приступим к вязанию 6-го ряда. Набираем 3 воздушные петли. В эту же петлю провязываем столбик с одним накидом. Дальше в следующий столбик с одним накидом мы провязываем столбик с одним накидом. То есть у нас получается, что мы в первый столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом, а во второй столбик с одним накидом мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Таким образом у нас уже не 2 столбика с одним накидом, а 3. Дальше мы делаем 1 воздушную петлю и провязываем наш рельефный столбик над рельефным столбиком. Дальше мы вяжем обратно 1 воздушную петлю, делаем накид и в первый столбик с одним накидом мы провязываем 2 столбика с одним накидом, как бы с общей петли мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Следующий столбик с одним накидом, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушную петлю, рельефный столбик, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом в первый столбик предыдущего ряда и 1 столбик с одним накидом в следующий столбик с одним накидом предыдущего ряда. То есть у нас получается, что в предыдущий ряд у нас было 2 столбика с одним накидом, теперь у нас уже 3 столбика с одним накидом. И мы так чередуем: 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, рельефный столбик над рельефным и так далее. Еще раз вам покажу. Провязываем 1 столбик с одним накидом, рельефный столбик над рельефным, воздушная петля, и вот
следующую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И в следующую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. И вот таким образом провязываем наш весь ряд. Итак, приступаем к вязанию 7-го ряда. Набираем 3 воздушные петли, делаем столбик с одним накидом в эту же петлю. И дальше провязываем 2 столбика с одним накидом в каждую из петель. То есть у нас должно получиться 4 столбика с одним накидом. Напомню, в предыдущем ряду в этом же у нас было 3, а теперь на одно увеличиваем, то есть 4. Дальше провязываем 1 воздушную петлю, рельефный столбик, 1 воздушная петля, в первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом, и дальше столбик с одним накидом в следующую петлю и в следующую петлю обратно столбик с одним накидом. В сумме у нас 4 столбика с одним накидом. И таким образом до конца ряда 1 воздушная, 1 рельефный, 1 воздушная и 4 столбика с одним накидом. То есть в первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом, а дальше столбик с одним накидом и в следующую также столбик с одним накидом. Вот таким вот образом. И так вяжем до конца ряда. Итак, вот 7 рядов у нас связано, и давайте для интереса померяем диаметр нашего круга. Итак, у меня это 12 сантиметров. С учетом того, что оно тянется, я еще свяжу один рядок. Как раз получится где-то 14 сантиметров. И на этом вывязывание донышка у нас закончится. Дальше мы начнем вывязывать просто наш узор до нужной нам высоты. Итак, приступаем к 8-му ряду и провязываем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом в эту же петлю, и дальше в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, в следующую петлю обратно столбик с одним накидом, и последний столбик с одним накидом мы пропускаем. То есть у нас сейчас начнется смещение. Дальше в 1 воздушную петлю и рельефный столбик над рельефным. То есть наши рельефные столбики, они так и останутся неизменными. Дальше провязываем обратно 1 воздушную петлю. В первый столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю столбик с одним накидом. И в следующую петлю обратно столбик с одним накидом. Напомню, 4-й столбик мы не провязываем, мы его оставляем. 1 воздушную петлю и рельефный столбик. И так до конца ряда. 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом, следующую столбик с одним накидом и следующую столбик с одним накидом. 1 воздушная, рельефная, 1 воздушная, 2 столбика с одним накидом,
столбик над столбиком, в следующую петлю и в следующую петлю еще столбик с одним накидом. И вот таким образом мы вяжем до конца ряда. Так, все, довязала я 8 ряд. Вот так вот выглядит мое готовое донышко. Мне достаточно для моего обхвата головы, у меня 48. Вы смотрите по вашим расчетам. Если вдруг вам надо где-то 52-54, то вы этот ряд не провязываете предыдущий, а вяжете, допустим, увеличиваете еще на одну, допустим, не 4, чтобы у вас было, а 5 столбиков с одним накидом. И потом просто уже эти 5 столбиков, допустим, смещаете, вот как мы делаем с 4. И теперь мы просто же повторяем тот же самый рисунок, который мы вязали предыдущий, до нужной нам длины. То есть мы сейчас начнем вязать наше вязание одним и тем же методом, без прибавок, и наша шапочка начнет сворачиваться, то есть она пойдет в высоту, в глубину. И таким образом мы будем с вами наращивать нашу глубину шапочки. Напомню, у меня это будет высота шапочки, у меня 18, 17, 18. Вы смотрите по вашим меркам. Ну и вот я связала уже основу нашей панамки. У меня вышло 21 ряд, это 17 сантиметров. Сейчас я вам покажу. Меряем от макушечки и до... Что вам показать? Где-то 16, но так как оно тянется, 17, где-то 16,5 сантиметров. Самое то, что нам и надо. Также я еще скажу, что я примеряла, поэтому вот такие данные у меня получаются. И если мы обратим внимание, то видите, наша вязка, она одинаковая. Мы вязали по 4 столбика с одним накидом, не довязывали как бы последний наш столбик. И за счет этого у нас такая образовывалась полоса, уходящая в бок. Очень красивый узор, мне очень нравится сочетание рельефных столбиков и столбиков с накидом. И теперь мы приступаем к вывязыванию непосредственно полей. Итак, не помню, сказала или нет, у меня получилось 21 ряд. И продолжаем дальше. Теперь мы меняем крючок на меньший, то есть у меня был крючок 2,5, я его меняю на 2. И теперь провязываем просто где-то 2-3 ряда обычными столбиками без накида. Таким вот образом, я думаю, все это знают. И там, где у нас воздушная петля, мы просто в подарочку ныряем и провязываем столбик без накида. И 2-3 ряда провязываем. Я буду провязывать 3. Так, я провязала 2 ряда столбиков без накида. И теперь я вязать буду 3-й ряд. И в 3-м ряду нам с вами необходимо сделать прибавки в каждую 3-ю петлю. То есть мы с вами провязываем 3-й ряд. 1, 2. И в каждую 3-ю петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Сделали прибавку, дальше обратно. 1, 2. И делаем прибавку. Раз, 2. Прибавка. И таким образом вяжем до конца ряда. Так, вот я провязала 3-й ряд уже с прибавками, и у нас получается немножечко наш край расширился.
И теперь мы будем вязать непосредственно сами поля. И начинаем все тем же крючком. У меня номер 2, напомню. Мы теперь будем вязать один столбик с одним накидом и один рельефным. Набираем 3 воздушные петли. Это имитация нашего столбика первого без накида. Дальше мы с вами провязываем наш рельефный столбик. То есть мы вот таким образом вкалываемся между петельками и провязываем наш рельефный столбик. Провязали. Дальше делаем один накид и в следующую петлю провязываем просто столбик с одним накидом. Дальше делаем накид и провязываем столбик рельефный. И таким образом у нас будет такая как бы имитация резинки крючком 1 на 1. Дальше делаем накид, провязываем столбик с одним накидом, накид, провязываем рельефный, делаем накид, провязываем столбик с одним накидом, дальше рельефный, дальше столбик с одним накидом, обратно рельефный. И вот таким вот образом мы должны с вами провязать до конца нашего ряда и связать еще где-то примерно 3 ряда. 3 ряда этим же крючком. Итак, вяжем. Вот я связала первый ряд нашей так называемой резинки полей. Вот она выглядит вот таким вот образом, пока ничего не понятно. И теперь нам еще надо связать таких же 2 ряда. И мы вяжем все тем же крючком. Набираем 3 воздушные петли. И смотрим, у нас идет сейчас рельефный столбик, соответственно, мы тогда провязываем рельефно над рельефным. Провязали. Дальше делаем накид. Дальше у нас идет столбик с одним накидом. Соответственно, мы провязываем в него столбик с одним накидом. Дальше делаем накид и провязываем наш рельефный столбик. И вот таким вот образом мы будем с вами провязывать. И, соответственно, таким образом мы провязываем с вами весь наш ряд и еще один. Всего должно быть 3 ряда. Так, 3 ряда уже нашей резинки я связала. И теперь мы должны с вами связать еще 3 ряда, но мы его должны связать уже крючком 2,5, то есть тем крючком, которым мы вязали основание шапочки. У меня это 2,5 крючок, и, соответственно, я продолжаю вывязывание той же самой резинки, тех же самых наших полей, только уже крючком побольше. Провязываем с вами 3 рядочка, и на этом наши поля закончатся. Только мы еще сделаем обвязочку с вами ращим шагом, и тогда основа шапочки нашей будет уже готова. Так, я провязала 5 рядов, потому что 6-й ряд для меня, кажется, это уже излишним для моего размера. Я не очень люблю большие поля, когда. И теперь мы будем с вами вязать, делать обвязку. Обвязка у нас идет рачий шаг. Поэтому давайте приступим. Делаем одну воздушную петлю и будем вязать в обратном направлении. То есть вязание мы держим так, как будто мы вяжем вперед, но вязать будем обратно. Итак, вводим крючок в нашу петельку первую сзади с правой стороны и провязываем ее как столбиком без накида. Дальше мы вкалываемся в следующую петельку и провязываем
обратно столбиком без накида. И вот таким вот образом мы с вами должны сделать обвязку всего нашего ряда. На этом наша панамка будет завершена, и нам останется с вами только сделать декорировать ее, связать какое-то украшение, хотя можете оставить ее в таком виде. Итак, обвязываем мрачьим шагом, то есть в обратном направлении. Просто провязываем столбики без накида. За счет того, что мы обвязываем ее в обратном направлении, у нас получается петельки ложатся таким образом, что получается очень красивый край. Все, я довязала наши поля, я сделала обвязку мрачьим шагом, и теперь наша панамка готова, ее необходимо отпарить, это обязательное условие. Я сейчас ее пойду отпарю и покажу вам, как она смотрится на манекене. Итак, девчонки, вот такая вот панамка у нас с вами вышла по итогу. Она довольно-таки, мне кажется, очень удобная и очень практичная. Кстати, поля вы можете накрахмалить по желанию, но я не вижу в этом смысла, так как они и так хорошо держатся. И теперь нам осталось отдекорировать нашу панамку. Это уже будет вторая часть нашего видео. И еще хочу пригласить вас к себе в группу ВКонтакте. Называется она «Счастливая рукодельница», где я буду выкладывать какие-то схемы к видео урокам, какие-то свои процессы, которые не попадают в видео. Ну и также было бы очень рада, если бы вы делились своими работами, не только которые связаны по моим урокам, но и также вообще вашими работами. Делились опытом. Поэтому еще раз всех приглашаю. Ссылочку оставлю в инфобоксе под видео, поэтому переходите, подписывайтесь и давайте делиться опытом. Ну а всем желаю хорошего настроения, хорошей погоды и увидимся уже во второй части. Пока!